Мир подходит к величайшим и грозным событиям, к смене исторических эпох, к смене цивилизационного устройства, к глобальному экономическому кризису и Третьей мировой. Естественно, что эти события затронут абсолютно всех. Поэтому нам нужно к ним определенным образом подготовиться. Русским народом сейчас никто не занимается. Власти, как церковные, так и светские, живут своей жизнью и, в общем-то, ничего нам не предлагают. Не дают никакой интеллектуальной пищи в свете грядущих событий. И похоже, что они вообще даже не в курсе, что совсем скоро облик всей системы, и церковной, и светской, в корне изменится. Начальники с нами не разговаривают, ничего не объясняют и делать какие-либо телодвижения в сторону возрождения Святой Руси не желают, потому что не хотят идти на конфликт с системой. А вот и получается, что спасение утопающего – дело рук самого утопающего. Нам, православным людям, придется самим позаботиться о себе. И наш исследовательский проект как раз и занимается поиском ответов на главные вопросы, касающиеся жития-бытия русского народа. Прежде всего нужно понять внутренние причины, заведшие человечество в тупик. И это не просто тупик. Грядет так называемый судный день, или день гнева Агнца, о котором говорили почти все библейские пророки. Вот такая реакция будет у прогрессивного человечества на грядущий судный день. Откровение, глава 6. «И говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Иаиль, глава 2. «Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и страшный». Малахия, глава 4. «Ибо вот придет день, пылающий как печь, тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей». Откровение, глава 1. «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Исайя, глава 26. «Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие, и земля откроет поглощенную ею кровь, и уже не скроет убитых своих». То есть произойдет воскрешение мертвых. Откровение, глава 18. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее, и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее». Даниил, глава 12. «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов народа твоего, и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Нужно подчеркнуть, что синодальные богословы вводят нас конкретно за нос. Судный день не имеет никакого отношения к страшному суду. Это совершенно разные события. Страшный суд произойдет в конце света. Судный день относится к 6-му дню человеческой истории. И после 6-го дня будет еще 7-й день. Это эпоха мессианского царства и торжества православия на всей планете, торжества Святой Руси. Судный день – это была главная тема у пророков. И что нам об этом говорит официальная церковь? Ничего. Похоже,
что они даже не в курсе, что нам всем посчастливилось пройти через эту невероятно страшную и необыкновенно радостную эпоху. Святой народ православный ждет освобождения и торжества истины. Творящие же беззаконие, все, кто столь невероятным образом умудрился изуродовать нашу планету, получат то, что заслужили. Никто не уйдет от справедливого возмездия. Вслед за обвалом мировой экономической системы последует война, которая опустошит Землю. Погибнет несколько миллиардов безбожников. Нельзя жить без Бога. Жизнь без Бога ведет к смерти. Поэтому разрушительные тенденции атеистического общества, накапливаемые веками, разразятся страшнейшим штормом. Наступит время Божьего гнева и суда за все, что люди натворили за несколько столетий синодального периода. Теперь придется платить по счетам, придется держать ответ перед Богом и народом. Ибо время начаться суду с Дома Божьего. Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? Сейчас мало кто осознает, какая гроза нависла над церковью. Причины, корни величайших бедствий вырастают из синодальной системы. Власть сатанистов держится исключительно на грехах христиан, на нашем равнодушии к вере, на теплохладности. Сила тьмы заключается в слабости православной церкви. А слабыми нас делает синодальная система, которая для того и была искусственно, жестоким, кровавым образом навязана русскому народу. Синодальная система разработана масонами для того, чтобы официальная церковь своими собственными руками не подпускала собственный народ к мощнейшим и самым главным источникам благодати. Чуть-чуть оставили, так, крошки со стола. А в остальном все, самое главное, самое интересное, все заблокировано. Синодальная система – это стена, возведенная между народом и Христом. И эта стена обеспечила вольготное существование сатанистов на нашей планете в течение 100 лет. Вот так все лукаво устроено. Масоны, иллюминаты, мировая закулиса – это все демоническая сила. И для них нет ничего более страшного, чем сила святости, сила животворящего креста. Дьявол уже побежден кровью Агнца. И при прямом столкновении со Святой Церковью сатанисты не способны противостоять силе Божьей благодати. Поэтому хитрые иудеи придумали связать непобедимого ангела русской святости руками же самих архиереев. Они переправили старинные церковные книги, выкинули из православного учения все внутреннее содержание, оставили только внешнюю форму. И вместо духа животворящего получилась буква мертвящая. Вместо живой веры мертвое обрядоверие. Вот и все. И вся планета оказалась в руках масонов. Таким образом, главная проблема, которую более всего не хотят трогать сильные мира сего, это проблема отредактированности православного учения. Синодальная церковь проповедует полуправду. И, грубо говоря, нас уже столетия вводят за нос и вешают на уши лапшу, которая не приводит к спасению. Священники наши, настоящие, те, к кому ходит народ, не пользуются синодальным богословием. Они сами, кто как может, выпутываются из ситуации методом личных проб и ошибок. Как сердце подсказывает, так и выстраивают отношения с Богом. И кто как может, кто до чего
дошел, так и учат народ. А научной системы спасения у синодальной церкви нет. Если руководствоваться тем, что предлагает официальная церковь, то спастись невозможно. Та сакральная премудрость, что в древней церкви составляла суть духовной жизни, те простые и эффективные методы, что в короткие сроки приводили человека ко Христу, все это из синодальной системы изъято подчистую. Вот такая правда. И архиереи не хотят выводить эту проблему на повестку дня. Поэтому, когда правда всплывет, в обществе начнется разделение. Одни встанут на сторону грядущего царя, олицетворяющего печать бога Живаго, печать всадника на коне белом, то есть Христа Победителя, несущего воскресение Святой Руси. Другие бросятся защищать привычное ветхое мироустройство, то, к чему прикипели сердце. Весь этот бессмысленный и беспощадный церковный официоз, давно живущий в симбиозе с богоборческим новым мировым порядком. Правда о том, что именно синодальная система является причиной революции и 3 мировых войн, такая правда очень многим не понравится. Между народом и церковью возникнет конфликт, и он станет спусковым крючком, который запустит сценарий жнеца. На историческую сцену выйдут доселе сдерживаемые мощнейшие силы правды, справедливости, суда и возмездия, описанные в Апокалипсисе. И это приведет к полному изменению лика земли. И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва созрела на земле».